Привет, меня зовут Динара Расулева, я живу в Берлине уже 5 лет, я поэтка, фем-активистка и сейчас пишу роман. Вот. Это то, чем я занимаюсь, люблю заниматься diversity, inclusion темы. Вот. Ну вот и все обо мне. А что же такое феминистская утопия? Что же такое? Давайте с вами подумаем. Ну, наверное, это, во-первых, безопасное место для женщин, где каждая женщина чувствует себя безопасной, и ей не нужно сжимать ключ в темных подворотнях, ей не нужно бояться выйти одной за почтой поздней ночью в подъезд. Ей, в принципе, не нужно бояться пойти с незнакомым человеком куда-то выпить или кому-то в гости зайти. В общем, это в первую очередь безопасность, ощущение безопасности у женщины. Второе, это, наверное, женщина, которая полностью защищена правами. В каких-то странах это уже есть, у нас в России, в русскоязычном пространстве, к сожалению, такого нет. Она защищена правом на голос, на самовыражение, и также законом о домашнем насилии, от которого, к сожалению, многие женщины страдают, особенно сейчас в Российской Федерации, в русскоязычных пространствах. Что еще? Я думаю, что должно быть достаточно репрезентации женщин среди власти, достаточно репрезентации женщин во всех отраслях, чтобы женщина с самого детства чувствовала, что она может все, то, что ей доступны разные позиции, от президентки до пилота самолета, пилотессы. Вот. И я думаю, это вторая часть. Что же еще в нашей утопии? Наверное, это все, кто не считает себя женщиной, тоже были защищены. То есть это не бинарные люди, трансперсоны, чтобы они тоже были достаточно защищены, чтобы чувствовать себя в безопасности и тоже имели достаточную репрезентацию. Я думаю, важно, чтобы сами мужчины сознавали ценность, отдельность женщины, чтобы они наконец-то поняли, что женщина и мужчина, если брать женщину и женщину со звездочкой, трансперсон, небинарных и мужчина, все изначально на одной чаше весов, у всех одинаковые с рождения способности, какие-то склонности, интересы могут быть совершенно разнообразные, чтобы они, в принципе, были нашими allies, как говорится на английском, наверное, это можно перевести соратниками, чтобы они поддерживали феминизм, поддерживали женщин и трансперсон небинарных в их борьбе, но если это утопия, то уже просто в их жизни.